Капли Креацина, 7-я серия. Властелин планеты Ичвес Алгахан IV принимает в своем дворце без названия. Звезда наша почти угасла. Завтра мои ученые и мой звездный флот сделают ее яркой снова, и пусть у обновленной звезды будет лицо моей достопочтенной матушки. Пусть ее светлый лик согреет жителей моей планеты и осветит их праведные пути, не думая о расходах, думая о времени. Великий властелин, придать звезде портретное сходство невозможно. Без названия, ты, художник, создаешь звезды. Вот новейшая звездная студия, это подарок тебе. Все, что понадобится, мы дадим. Пусть завтра в небо засияет звезда с лицом моей матушки. Она была очень достойная женщина. Без названия позвонил Вао Ник. Он требует невозможного. Поверхность звезды, пылающая плазма, она все время движется. Не отказывай ему, я что-нибудь придумаю. Извини, тут ко мне пришли. Алгахан IV с начальником стражи внимательно следит за переговорами. Мой властелин, он говорит правду. Технически это невыполнимая задача, пусть постарается. Нужно его убедить. Ваунурик и остальных сейчас привезут. Мы не можем его заставить. Креацин не синтезируется от страха, боли или унижения. Нужно, чтобы художник сам очень захотел. Мы собрали в подземелье всех, кто хорошо знаком с без названия, тех, кто ему может быть дорог. И еще, мой повелитель, ваш личный доктор просит о встрече. Да, пусть войдет. Вы знаете, властелин, что тело ваше терзает смертельный недуг. Мы сделали все возможное, но через 23 часа ваша душа вознесется в священные сады Вайра. О, сколько лет ждал я священного перехода. Но у меня осталось еще очень важное дело в этом мире. Нельзя терять ни минуты. Идем в подземелье. И от чего нельзя заставить работать художника силой, сколько времени потеряем. И столько уважаемых людей потревожили. Да, мой властелин, это досадно. Но страх и боль нейтрализуют творческий модуль. Все, художники, с которыми мы так работали, погибли, но так и не дали результатов. В самой глубине подземелья дворца собраны все, кто был знаком с без названия. Где мы? Зачем вы нас похитили? Что вам нужно? Отпустите нас немедленно. Начальник стражи внес ясность. Вы на планете Ичвес, во дворце Алгахана IV. Вы тут, потому что знаете художника без названия. Вы поможете нам мотивировать его выполнить задание. Если вы будете сотрудничать, останетесь живы и станете очень богаты. Первым откликнулся один из художников со станции «Бесконечность». «Зачем вам этот без названия? Я могу сделать все быстрее, лучше и дешевле. Если бы это было так, вы бы сейчас были наверху во дворце, а на вашем месте был бы без названия. Нам нужно, чтобы без названия согласился создать портрет достопочтенной матушки великого владыки из нашей угасающей звезды. Это невыполнимая задача, но без названия должен быть так мотивирован, чтобы справиться с ней. Вы предложите нам решение». Первым конструктивно высказался Джетсу. «Тщеславие художниками движет, обещайте ему славу, и он все сделает. Без названия уже очень знаменит, иначе его бы не пригласил властелин. Тщеславие не подходит. Вот Креацин, он поможет вам придумать хорошую мотивацию для без названия и остаться в живых. Сейчас вы будете говорить, возможно, самые важные слова в своей жизни. Хорошо подумайте, что вы хотите сказать, и говорите». Слово взял куратор Рехвних. «Уважаемый властелин, дорогие коллеги, задача, которая стоит перед без названия, не художественная, а скорее научная. Значит, нам нужно найти ученого, способного ее решить. Применять силу к художникам бессмысленно, а к ученым может быть эффективно.
Ученый может завлечь без названия и участвовать в совместном эксперименте. Без названий из любопытства наверняка согласится. В глубокой древности художники очень эффективно работали вместе с учеными. Да, это, похоже, может сработать. Через несколько минут стражей доставила на Ищгас двух самых видных специалистов по звездам во Вселенной. А вы – лучшие ученые во Вселенной, поэтому вы здесь. Если вы справитесь с поставленной задачей, останетесь живы и станете очень богаты. Нельзя называть этого легковесного фигляра ученым. С ним работать – худшая пытка и унижение. Убейте меня сразу. Да, а великий повелитель, убейте его. Он – шарлатан. Их бункерская теория плазмы вообще никакой критики не выдерживает. Начальник стражи поставил перед учеными задачу: у вас есть шанс создать стабильную плазму на поверхности действующей звезды. Наши ресурсы безграничны. Кроме времени, с вами будет работать художник с самым чистым креатином. Услышав задачу, ученые обрадовались и прекратили ссориться. Мы согласны, это наша мечта, так работать с плазмой. Нужен чистейший креацин и институт звезд, там лучшее оборудование. Сейчас все будет. Флот Властелина мгновенно доставил ученых и десантников личной стражи Алгахана IV на космическую станцию Институт звезд. Институт очень быстро согласился сотрудничать. Без названия позвонили Ваална и куратор Рехвних. Дорогой, без названия, ученые уже практически решили все технические вопросы. Плазма будет послушна твоему воображению. Это уникальный эксперимент, такого во Вселенной еще никто не делал. Да, это очень интересно, нужно попробовать. Вдохновленный любопытством без названия, на новейшей звездной студии отправился к звезде, с которой уже работали ученые вместе с Институтом звезд неподалеку от планеты Ищгас. Ученые рассказали без названия об удивительных результатах своей работы. За считанные часы они, соединившись в одно существо, решили невероятное количество проблем, над которыми бились годами. Создать портрет на поверхности звезды оказалось возможно. С помощью воображения без названия была создана действующая модель звезды с лицом почтенной матушки Алгахана IV. Оставалось только воссоздать модель в реальных условиях. Мой повелитель, они сделали это. Через 4 часа вы увидите лик вашей матушки на небе над благословенным Ищгасом. А великий властелин, у вас есть шанс даже до этого момента. Вокруг стареющей и медленно угасающей звезды велись беспрецедентные работы. Весь флот Алгахана IV, все мощности Института звезд и все воображение без названия были направлены на решение невероятной задачи. Когда работа ученых была завершена, настала очередь без названия продемонстрировать всю мощь своего воображения. Распахнулись двери подземелья дворца властелина Алгахана IV, и узникам была дарована свобода. Начальник стражи предложил гостям взять столько кристаллов чистейшего креацина, сколько они смогут унести с собой, и гости не стали стесняться. Узнав об успехах науки и искусства, узники подземелья очень обрадовались. Получается, что лучшей мотивацией для художника – это любопытство. На верхней террасе дворца лежал мертвый великий властелин Алгахана IV, а с небосклона на него с нежностью смотрело сияющее лицо матери. И в уголке одного из бесконечно ее добрых, лучистых глаз показалась огненная слеза.